Всем привет, я Алекс Курч, и это канал Crazy Train. После длительного перерыва возвращаюсь с тем, чтобы рассказать вам об одном довольно-таки удивительном проекте из Новосибирска. У этого проекта, о котором я сегодня расскажу, есть две особенности, которые меня немножко напрягли. Первое – это само название, которое, если бы я не знал совсем работ Лавкрафта и не было бы у меня доступа в интернет, я бы даже, наверное, не смог произнести. Вот попробуйте сами. Йхантлей. Ну и, соответственно, вся тематика творчества человека, скрывающегося под псевдонимом Рэндольф Картер, и вот этой группы Йхантлей посвящена работам Говарда Лавкрафта. Ну и вторая особенность этого проекта, которая меня немножко ставит в тупик, это непосредственно сама музыка, сам стиль, который я просто отказываюсь определить, потому что сам до сих пор так и не понял, что же это такое. Возможно, это экспериментальный блэк метал, как про этот проект пишут на различных сайтах. Но здесь намешано очень много всего. Да, это металлическая основа, но здесь очень много какого-то темного эмбиента наслоено. Также я бы сказал, что здесь очень много импровизационного. Кое-что даже есть от джаза, какого-то гаражного рока и психоделии. В общем, здесь столько всего намешано, что прямо по-настоящему стиль не определить. У меня на руках сейчас находится 4 альбома этой группы или этого проекта. Все они выпущены лейблом Nitro Atmospheric Records. Вот эти альбомы есть у меня. Один, второй, третий и четвертый. Первоначально я хотел сделать обзоры на каждый из них по отдельности, но потом, подумав хорошенько, решил, что все-таки все это лучше объединить в одном видео, потому что, собственно, все альбомы, они хоть и различаются некоторыми деталями, но в принципе похожи друг на друга. Все эти альбомы полностью инструментальные, лишенные вокала. Все они, как я уже сказал, друг на друга в принципе похожи, но у каждого есть какая-то своя небольшая изюминка, о которой я в процессе видео расскажу. Все альбомы выполнены в виде CDR Pro, то есть это болванки с печатью на лицевой стороне, инлей и такой вот буклет в виде двухполосной карточки. Сейчас я держу в руках альбом 2014 года, который называется Азатот. На фронтальной обложке этого альбома изображен сам вот этот верховный бог Азатот из вселенной Лавкрафта. Попробую описать все-таки, что же вы можете услышать на этом альбоме. Из всех 4 альбомов звук на 2014 наиболее сырой, что наводит на мысли именно о блэк-металле. Представьте себе довольно-таки быстрый барабанный ритм, такой где-то в духе Dead Black грайндовый, местами с бластбитами. И на этот ритм наверчены такие атональные, авангардные, гитарные, я бы не назвал это рифами, какие-то вот гитарные ходы. Традиционных металлических рифов, как вот принято в блэке или трэше, я здесь вообще не услышал. По аналогии со стилем джаза, фри-джаз, я бы назвал вот стиль этой пластинки как, может быть, фри-метал. Потому что здесь нет каких-то прямо четких металлических структур. Изюминкой конкретно этого альбома является такая постоянно на втором плане солирующая флейта. Причем она тоже не имеет какой-то такой постоянной мелодии, она выполняет просто фоновую роль. Вот эта солирующая флейта создает какое-то дополнительное мистическое и таинственное меланхолическое настроение. В одном из произведений Лавкрафта есть описание вот этого верховного божества Азатота в виде стихотворения, которое я попытаюсь прочитать. Непризнанный воятель мироздания, он жадно и бессвязно бормотал какие-то смешные предсказания, и сон крылатых бестий заклинал. В его когтях надрывно голосила бесформенная флейта в 3 дыры. Не верилось, что в звуках этих сила, которые покоряются миры. И вот сейчас мы понимаем, почему именно флейта на заднем плане этого альбома играет такую достаточно важную роль.
Следующий альбом, о котором я расскажу, это альбом 2016 года, название которого я бы перевел как «Нечистое таинство древних». Альбом состоит из 4 длиннющих треков, они минут по 11-12, последний вообще 20. В основном основой всего альбома все-таки являются опять-таки довольно-таки быстрые, сырозаписанные, это в духе блэк-металла барабаны, довольно частые бас-биты, ну и просто быстрый темп барабанов. И на них опять же накручено какое-то хитросплетение вот этих каких-то протяжных гитарных атональных звуков, и клавиш высокочастотных на заднем плане, и каких-то индустриальных шумов, и скрипов, и гулов. В общем, довольно-таки трудно мне все это описать. Все это создает такую тревожную, мрачную атмосферу, которая вообще характерна для произведения Лавкрафта. И когда я слушал где-то вторую вещь, наверное, ближе к середине, меня посетила такая мысль, что вообще если барабаны взять и отключить, оставить только все остальное, то получится просто dark ambient такой напряженный. То есть я хочу сказать, что вот этот барабанный быстрый темп и вся остальная музыкальная наполняющая, они как бы существуют отдельно друг от друга, и в то же время они сплетены. Ну, понятно, что вообще Лавкрафт в своих произведениях довольно много места уделял описанию хаоса. Как-то наиболее ближе из всех этих 4 песен мне стала 4-я. Она хоть и очень длинная, но она имеет какую-то такую медитативную атмосферу. Гитара в ней наиболее приближена по звучанию к black metal. Она такая скрежещущая. И я бы не сказал, что она играет прямо такие характерные блэковые рифы. Она скорее наяривает такие протяжную, бесконечную мелодию какую-то. Переходим к следующему альбому. Это 2019 год. Альбом The Beyond One. Погружение в хаос, мрак и отчаяние на этом альбоме становится еще более быстрым. Сказал бы так, что в принципе они, вот этот альбом и предыдущий, довольно-таки похожи, хотя здесь структура песен более традиционная, их тут 8 штук, минут по 4, по 5. Опять же быстрый барабанный темп, и на него накручен такой гулкий, я бы сказал, постоянно витиеватый, какой-то приближенный к джазовому окрасу бас. Опять же, как и в предыдущих альбомах, нет определенных каких-то металлических, прямо структурированных рифов. Гитарная работа, она является такой более хаотичной, я бы сказал. В связи с тем, что какую-то четкую структуру эти песни не имеют, ну, точнее имеют, наверное, в голове автора, но для меня в процессе прослушивания вот этого альбома, достаточно длинного, все песни стали при первом прослушивании похожи друг на друга. Но если бы вот я сел и решил их разложить по полочкам, то, наверное, многостраничный трактат бы получился. А если бы я еще вам прочитал, то все бы от тоски и скуки просто сдохли, я думаю. Вообще, эту музыку так просто словами не описать, поэтому если что-то непонятно, я изъясняюсь, мне это вполне простимо, потому что, ну, послушайте сами, вы все поймете. Ну и, наконец, альбом 2021 года The Ultimate Void, который дело своих предшественников углубляет и погружает нас во все более мрачные глубины ужасов Лавкрафта. Здесь, в принципе, все то же самое, только умноженное на 2 или возведенное в квадрат, потому что вот это хитросплетение гитарных ходов и клавишных эффектов, и каких-то скрипов, хрипов, воев и чуть ли не дельфиньего пения, все это приводит нас просто в полное мозговое смятение. Я думаю так, что самый эффективный способ прослушивания творчества этой группы: вы читаете главу из Лавкрафта, потом пару песен слушаете этой группы, потом еще главу Лавкрафта и так далее. Ну и думаю, что через неделю скорая психиатрическая помощь доставит вас прямо непосредственно на встречу с Азатотом. Ну и на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Следите за новостями музыкальной прессы. В конце этого года выходит масса замечательных новинок. И надеюсь, что и на нашем лейбле Rosemeter выйдет нечто замечательное до конца этого года. По крайней мере, надеюсь на это.
Ребята, ставьте мне лайки, подписывайтесь, если вам понравилось видео. На этом я с вами прощаюсь. Мир вашему дому.